Главные новости сегодняшнего дня. Сегодня в Санкт-Петербурге была задержана российская певица, дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая. Илону Александровну обвиняют в растрате государственных денежных средств на общую сумму 14,5 миллионов рублей. В последнее время Илона Броневицкая занималась созданием приютов для бездомных домашних животных и регулярно просила у государства денежные средства для развития данного бизнеса. Однако, как показало время, большая часть финансовых средств оставалась в карманах Илоны Броневицкой, и она тратила их на корыстные цели. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Народную артистку России Ларису Голубкину, которая ушла из жизни несколько дней назад в результате онкологического заболевания, не смогут похоронить на Ваганьковском кладбище, где находится могила ее супруга, актера Андрея Миронова. Это связано с ограниченным количеством доступных мест и высокой стоимостью приобретения могильного участка. Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище. Накануне вечером в Турции в аэропорту города Стамбула был задержан известный музыкальный продюсер, бывший муж Лолиты Милявской Александр Цикало. При обыске у Александра Евгеньевича Цикало были обнаружены запрещенные вещества и большая сумма в денежной валюте евро, которая была не задекларирована известным артистом. Финансовая сумма составила 600 тысяч евро. Александру Цикало не удалось вылететь в Россию. На данный момент он находится в полицейском участке. Очень приятная новость для всех поклонников таланта известного актера Михаила Ефремова. Сегодня утром, наконец-то, с третьей попытки было принято решение о условно-досрочном освобождении известного артиста. Данное решение было принято с небольшой оговоркой. Михаилу Ефремову на протяжении 3 лет запрещено будет пользоваться транспортными средствами. Отметим, что Михаил Ефремов оказался в местах лишения свободы летом 2020 года. Первоначально он был осужден на 7,5 лет лишения свободы за дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Сегодня наконец-то произошло то событие, о котором так долго говорила российская общественность и неравнодушные люди страны. Благодаря усилиям главы Следственного комитета товарища Бастрыкина и сотрудников организации Михалкова, в частности Яны Поплавской, Александра Розенбаума и Александра Домогарова, господин Песков был отстранен от занимаемой должности. Сотрудники комитета не один месяц разрабатывали схему, чтобы отстранить господина Пескова от исполнения своих профессиональных обязанностей. Им пришлось пройти много испытаний и неудач, однако наконец-то их упорство было вознаграждено. Как сообщает второй заместитель организации известный актер Александр Домогаров, который совсем недавно был выписан из больницы, произошло следующее. Отныне господин Песков отстранен от исполнения своих служебных обязанностей. Теперь он не сможет давать советы вышестоящим эшелонам власти, курировать иностранных агентов, известных артистов. С сегодняшнего дня господин Песков будет заниматься только служебной документацией, без какого-либо вмешательства в важные дела. Помимо этого, господина Пескова лишили всех званий, наград и регалий, а также конфисковали весь бизнес, имущество и недвижимости на территории России и ближнего зарубежья. Как считает Александр Юрьевич Домогаров, в первую очередь это победа самого Никиты Михалкова, который давно добивался отставки господина Пескова. К сожалению, на данный момент сам Никита Сергеевич Михалков и Мария Шукшина находятся в тяжелом состоянии. Пресс-служба комитета сообщает несколько печальных новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Несколько часов назад ушел из жизни старейший советский и российский актер и режиссер киностудии «Ленфильм» Владимир Перцев.
Владимир Перцев работал в данной киностудии с 1969 года. Причина смерти актера не уточняется. За годы своей творческой карьеры Владимир Перцев принял участие в съемках таких фильмов, как «Одинокий голос человека», «Скорбное бесчувствие», «Левша» и многие другие. Владимиру Перцеву было 79 лет. К этому часу стали известны чрезвычайные новости о семье известного певца Филиппа Киркорова. Большой общественный резонанс вызвало недавнее появление на похоронах Бедроса Киркорова сына Филиппа Киркорова Мартина Киркорова. Российская общественность и неравнодушные жители страны не могли понять, как Мартин Киркоров, который совсем недавно находился в тяжелом состоянии, оказался на похоронах своего деда. Хорошо известно, что еще за несколько дней до смерти Бедроса Киркорова Мартин Киркоров перенес сердечный приступ и находился в тяжелом состоянии. Данную ситуацию объяснил и прокомментировал ведущий врач Института Склифосовского, знаменитый хирург Анзор Хубутия, который в свое время был лечащим врачом Мартина Киркорова. Анзор Хубутия является хирургом от Бога. Он спас тысячи человеческих жизней. В свое время он проводил Мартину Киркорову срочную операцию и прекрасно знает все обстоятельства дела. По словам известного медика, могло произойти следующее. Цитата. В современной медицине это достаточно частое явление. Оно носит название «скрытые резервы человеческого организма». Человек, который находится в тяжелом состоянии из-за какой-либо экстремальной ситуации, может на короткое время почувствовать себя лучше. У него появляются силы и энергия. Такое состояние может продолжаться до 2 суток. Однако позже у человека происходит резкий спад, ухудшение здоровья вплоть до летального исхода. Так считает главный врач Института Склифосовского. Врач считает, что данное событие не обошлось без вмешательства Филиппа Киркорова и врачей Болгарии, где в последнее время проходил лечение Мартин Киркоров. Хорошо известно, что для Филиппа Бедросовича было важно, чтобы на похоронах его отца, Бедроса Киркорова, присутствовали все его родные и друзья. Существует предположение, что Филипп Киркоров мог войти в сговор с лечащими врачами, чтобы они применили к Мартину Киркорову сильнодействующие медицинские препараты, чтобы молодой человек на какое-то время почувствовал себя лучше. Как считает главный врач Института Склифосовского, подобные действия со стороны Филиппа Киркорова не просто жестоки, а недопустимы по отношению к своему сыну, а лечащих врачей нужно привлечь к ответственности. Как сообщает пресса, во время прощания Бедроса Киркорова около Мартина дежурила скорая помощь, и после прощания он вновь был госпитализирован. Состояние сына Филиппа Киркорова вновь ухудшилось. Хотели бы напомнить, что Мартин Киркоров попал в больницу впервые еще в конце 2024 года. Это случилось в результате того, что Филипп Киркоров подарил своему сыну дорогие новогодние подарки, а Мартин Киркоров не по своей вине их испортил. Тогда Филипп Киркоров оказался в неадекватном состоянии и нанес Мартину серьезнейшую черепно-мозговую травму. Проходило долгое лечение, реанимация, и Мартин находился в тяжелом состоянии. Чрезвычайное событие произошло с известной певицей, дочерью Аллы Пугачевой, Кристиной Орбакайте, которая накануне давала музыкальный концерт в Турции в городе Анталье. Кристина Орбакайте выступала на музыкальной сцене вместе с восточной музыкальной группой из Объединенных Эмиратов под названием «Хабби», которая состояла из 5 молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет. После окончания музыкального выступления Кристина Орбакайте и восточные музыканты направились в Дубай для следующего концерта, в самолете, который совершал рейс, и произошло чрезвычайное событие.
Хорошо известно, что дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, имеет слабость к восточным мужчинам. Кристина Орбакайте и музыканты летели бизнес-классом. Весь полет они веселились и употребляли спиртные напитки. Видеокамеры, установленные в самолете, зафиксировали, что во время полета Кристина Орбакайте и два солиста восточной группы уединялись в общественном туалете и не выходили из него длительное время. Возможно бы данное событие не получило бы широкой огласки, однако в самолете находились журналисты зарубежной прессы, которые зафиксировали на видеокамеру, как Кристина Орбакайте и ее музыканты уединялись несколько раз. Кристина Орбакайте, узнав об этом, устроила конфликт с журналистами и потребовала удалить видеозаписи. Однако журналисты западной прессы не исполнили требования Кристины Орбакайте. В итоге дочь Аллы Пугачевой, чтобы спасти свою репутацию, по прибытию к месту назначения написала заявление в полицию, что в самолете данной авиакомпании было совершено тяжкое преступление по отношению к ней. Стало известно, что по вине Кристины Орбакайте могут пострадать два молодых восточных музыканта. К сожалению, на данный момент состояние здоровья Никиты Михалкова и Марии Шукшиной вновь ухудшилось. Оно критическое. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления Никите Михалкову и Марии Шукшиной, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.